Ну и есть еще новый вид бесплодия, что не является практически бесплодием, но как фактор бесплодия он занимает первое место сейчас в репродуктивной медицине. Догадываетесь, какой? Возрастное бесплодие. То есть очень мало женщин знают, что с возрастом мы теряем возможности зачинать детей. Причем не то, что мы теряем кардинально, наши просто возможности уменьшаются. Потому что многие женщины не знают, что яичниковый резерв, он дан нам от момента зачатия. То есть вот мы зачались в утробе нашей мамы, и прошло буквально пару дней, у нас появились первичные вот эти половые клетки. Их много, их несколько миллионов. Но они теряются, даже в утробе они теряются. И когда мы рождаемся, у нас приблизительно 400-500 тысяч этих яйцеклеток в каждом яичнике. Дальше, значит, когда вот эти волны потерь сразу после рождения, почему? Потому что идет резкое падение гормонов, которое мы получаем не от матери, от плаценты, от нашей мамы плаценты. Плацента дает нам очень много гормонов. Поэтому, когда говорят, что ребенок получает от матери гормоны, нет. Ребенок получает все гормоны от плаценты, от самого себя фактически. И мама, вот плацента, это его мама, в первую очередь, гормональная мама. Так вот, когда плаценты нет, ребенок родился, падают гормоны, теряется большое количество яйцеклеток у девочек, очень большое. Но это не страшно, у нее еще этих яйцеклеток ого-го. Вторая волна потери яйцеклеток – это у нас подростковый возраст, потому что там начинают повышаться гормоны, колебания гормонов, начинает это, как вы знаете, как бум, рассвет, и, конечно же, восстанавливается цикл, поэтому мы теряем очень много во время подросткового возраста, очень много яйцеклеток. Дальше у нас более-менее стабильно, когда мы созрели, все более-менее стабильно, у нас как бы теряется с каждым циклом, мы теряем около 70 яйцеклеток, с каждым циклом, то есть каждый месяц, ни одной яйцеклетки. Около 70. Но потом самая последняя и неприятная волна, которая как раз и бьет очень часто нас в конце, вот те годы, когда мы второй раз замуж выходим, или там просто нам вдруг захотелось еще ребенка, потому что мы видим, что все звезды рожают непонятно каким образом, даже в 60 лет и так далее. То есть мы хотим же быть, мы чувствовать молодыми, нам хочется еще ребенка. Женщины ведь стали жить намного дольше. Так вот, последняя волна, очень такие весомые, это 38 лет, 38, 39 лет. Поэтому в репродуктивных клиниках, если врачи честные, они прямо говорят, что трудно будет получить ваши яйцеклетки после 39-40 лет. То есть почему так вдруг начали говорить о донорских яйцеклетках и прочее. Во многих клиниках вообще после 40 лет никаких женских яйцеклеток своих не используют, только говорят донорские, потому что мы возьмем у вас деньги, и мы ничего не получим, и вы потом подадите на суд, что мы вас обманули. Поэтому многие клиники не хотят браться за женщин с их яйцеклетками после 40 лет. Можно выбросить сумасшедшие деньги, ничего не получить. В то же время есть уже клиники, которые пробуют так или иначе, хоть каким-то способом получить хотя бы одну яйцеклеточку, один эмбрион в этом возрасте и поднести эмбрионы, хоть один эмбриончик, а вдруг это здоровый, а вдруг он примется, потому что каждой женщине хочется быть биологической мамой собственного ребенка, то есть выносить своего ребенка генетически, биологически, потому что суррогатное материнство это совсем другое, да. Так вот эти волны, к сожалению, они как бы есть, существуют, и мы теряем запас яичников. И многие женщины этого не знают. И я вас не пугаю, ни в коем случае не хочу сказать, вот, вы нам сказали, что все, мы уже старухи, что никогда мы не будем иметь. Это неправда. Но если брать в целом количество потерь, а также количество неудачных зачатий и неудачных ЭКО после 37-38 лет, то это начинает расти значительно. И это должны говорить все врачи. Этому должны мы учить в школе девочек. Знаете, самая большая проблема,
что этому нашей физиологии нигде не учат, что нигде не учат, какие оптимальные сроки для рождения детей, с наименьшими потерями, с наименьшими осложнениями, потому что, да, можно рожать и 50 лет, я соглашусь, но нужно понимать, что счастливых, удачных не так уж много. И вот что получается, когда кто-то родит там за 45, о, это ж всюду, я ж героиня, я ж там то, особенно когда это какая-то звезда, там еще что-то. А те, которые, конечно, которые не удалось родить, и я тоже знаю звезд, которые пробовали много раз, и много потерь после 40 лет, не удалось. Они не выйдут на сцену, они не выйдут на телевидение и не скажут, что мы пробовали много раз, и все было безрезультатно. Они не выйдут, потому что это поражение. Это минус как бы себе, что не получилось. Это боль, внутренняя боль, которая может сопровождать женщину многие годы. Поэтому чаще всего правду, именно сколько теряется, вы знать не будете. И вот найдутся врачи такие, как я, которые будут говорить правду матку, рубить в глаза. Это не нравится очень многим людям. И поэтому меня и грязью поливают, и говорят, что Березовская против беременности. Нет, что вы. У меня консультируется очень много женщин, которым даже уже за 40, которые вот беременеют, планируют беременность. Почему? Потому что я хочу, чтобы все мечты женские сбылись. Поэтому я не против беременности. Если кто-то хочет беременность, я только за. И нужно подходить просто с пониманием, что могут быть неудачи. Но эти неудачи могут, это знаете, как лотерея, особенно с возрастом. Нужно пробовать, нужно видеть себя мамой, то есть нужно пробовать и. Если придет тот момент, когда вы чувствуете, что все, не надо больше пробовать, потому что не получается, нужно спокойно принимать решение, что ладно, таким путем не получится, значит, может какой-то другой выход, может я стану мамой приемному ребенку, может я найду суррогатную маму, может я возьму эти донорские яйцеклетки, может еще что-то. Выходы есть, все зависит от того, кем, какой мамой вы хотите быть и для кого конкретно. То есть, если просто для ребенка, маленького ребенка в семье, всегда можно найти решение. Если для собственно только ребенка, здесь могут быть нюансы и проблемы, и фактически не всегда это возможно.